На днях стало известно, что Илон Маск вернет биткоин для оплаты Тесла, поскольку теперь биткоин использует 50% экологически чистой энергии, а это может увеличить его цену минимум на 15% буквально за день. Но в то же время биржа FTX Кудрявого Сэма получила официальное судебное разрешение, которое позволяет ей продавать свою крипту на сумму 3,4 миллиарда долларов, что потенциально создает угрозу нового крупного падения. Также на этой неделе прошел закрытый форум лидеров технологических компаний, где Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Илон Маск и другие лидеры крупных компаний обсуждали регулирование быстро растущей сферы искусственного интеллекта. И дополнительно через 4 дня ФРС проведет важнейшее заседание этого года и объявит новую процентную ставку. А по прогнозам аналитиков, 20 сентября ФРС наконец-то сделает паузу и прекратит повышать процентные ставки. Это, естественно, снизит индекс доллара и станет положительным катализатором для восстановления криптовалюты. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад, и я рад вас видеть на канале Coin22, где мы сегодня обсудим эти важные новости, подведем итоги этой недели, и в конце видео вас ждет прогноз на биткоин, благодаря которому вы узнаете ключевые уровни, от которых зависит его будущее движение. Поэтому смотрите видео до конца, а перед просмотром поддержите его лайком, ведь когда мы наберем 800 лайков, вас ожидает вторая часть самых перспективных монет на искусственном интеллекте, которые начинают набирать популярность после форума в Капитолии. За лайки вам заранее спасибо, и давайте начинать. Что ж, друзья, вот еще одна неделя сентября подходит к концу, и сегодня я хотел бы вместе с вами подвести итоги этой недели и разобрать ключевые события, которые нас ожидают в сентябре, ведь заседание ФРС 20 числа никто не отменял. Но, пожалуй, одной из самых обсуждаемых новостей на этой неделе стала новость, что суд США разрешил бирже FTX продавать свои криптоактивы на сумму 3,4 миллиарда долларов. Кстати, эту важную новость мы первыми опубликовали в нашем Telegram, ведь в Telegram, в отличие от YouTube, мы 24/7 на связи, и наши подписчики ежедневно остаются в курсе всех событий на крипторынке, потому что мы делимся только свежайшими новостями, актуальными прогнозами и полезной информацией, которой пользуется каждый. Например, сегодня мы опубликовали пост про 2 эксклюзивные монеты, которые сейчас активно накапливают киты на 20 миллионов долларов, и они уже готовы к росту. Так что переходи по ссылке в описании, подписывайся на Telegram и сохраняй к себе этот пост. По поводу будущих продаж FTX есть много разных мнений. Одни говорят, что они обвалят рынок, а другие считают, что это только повысит цены на крипту. Но что же будет на практике? Как я уже сказал, 13 сентября суд по делам о банкротстве вынес решение, которое теперь позволяет FTX продавать, а также инвестировать свои криптоактивы на сумму 3,4 миллиарда долларов для покрытия убытков кредиторов. Да, звучит устрашающе, но есть один маленький нюанс. В преддверии судебного решения были внесены некоторые серьезные изменения, которые позволяют FTX продавать любую крипту, кроме биткоина, эфира и некоторых инсайдерских токенов, то есть те, которые могут очень сильно пострадать от любых крупных продаж. Также будет установлен лимит около 50 миллионов долларов первую неделю и 100 миллионов долларов по следующей неделе, а увеличивать лимит продаж могут только с письменным разрешением суда, и точно так же продажи эфира и биткоина может разрешить только суд. Вот поэтому в среду крипта не летела вниз, как многие ожидали, ведь продажи от FTX будут минимальными, поскольку суд сделал все, чтобы это не оказало сильного влияния на рынок. Так что как бы Кудрявый Сэм не хотел бы еще раз обвалить криптовалюту, у него это вряд ли получится. А вот действительно, что окажет сильное влияние на криптовалюту, так это заседание ФРС на следующей неделе 20 сентября. В этом году осталось всего 3 встречи ФРС, но именно сентябрьское заседание станет одним из самых главных за весь 2022 и 2023 год. Это связано с тем, что Пауэлл наконец-то может объявить о долгожданной паузе, которая поставит точку в повышении ставок. По прогнозам от всех аналитиков и банков, ФРС оставит ставку на старом уровне, а шансы на повышение сейчас составляют всего 3%, хотя, казалось бы, ИПЦ за август показал рост, и вместо прогнозируемых 3,6% вырос до 3,7%, а в прошлом
месяца ИПЦ вообще был на уровне 3,2%. Но в этом ничего удивительного нет, ведь если посмотреть на базовый ИПЦ, он соответствовал прогнозам, а все из-за роста цен на бензин, поскольку с начала сентября нефть выросла на 10% на фоне дефицита и сокращения поставок. Поэтому фондовые рынки, а также крипта уверенно держались на своих уровнях после публикации данных по ИПЦ. На данный момент есть почти все, чтобы 20 сентября ФРС сделала паузу. Прежде всего, это рост безработицы, которая уменьшает экономический рост, стабильное снижение любимого отчета Пауэлла, а именно ценового индекса расходов, а также незначительное увеличение ИПЦ, только на фоне роста цен на нефть. Соединив все эти факторы, мы получаем хорошие условия для смягчения денежно-кредитной политики. И окончательную точку поставит, конечно же, уважаемый Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания. Ведь по его словам можно будет понять, что нас ожидает в ноябре и в конце этого года. Если Пауэлла будут устраивать последующие экономические данные, то повышение ставок явно больше не потребуется. Поэтому за выступлением Пауэлла будут следить не только экономисты по всему миру, но и большое количество трейдеров. Ведь во время каждой его конференции рынки начинают просыпаться, и это лучшее время, чтобы заработать на движении, в том числе и криптовалюты. Вот поэтому специалисты нашей подписки Coin22 Pro уже начинают подготавливать сделки перед 20 сентября. Подписка Pro работает очень просто. Например, 10 числа участники Pro получили шорт-сделку на Шибу, где был указан уровень для открытия сделок и точка фиксации от 40% чистой прибыли. По такому же принципу мы заработали от 30% на росте Solana и других сделках. Подписка Pro предоставляет вам уже готовую аналитику и прибыльные торговые идеи. А такой простой формат работы подойдет даже новичкам. Тем более на старте вы получите бесплатное пошаговое обучение и поддержку 24/7 на всех этапах торговли. Поэтому если ты желаешь вместе с нами заработать на предстоящих экономических событиях, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Дополнительно на этой неделе прошло закрытое секретное заседание в Капитолии, на котором присутствовали гендиректоры самых больших технологических компаний США, а именно Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, топ-менеджер Google Сандар Пичай, а также один из лидеров чата GPT Сэм Альтман. И главной темой обсуждения на этом форуме стал искусственный интеллект. Поскольку сейчас разработки в этом направлении развиваются семимильными шагами, Сенат США беспокоится о том, что эта сфера достаточно опасная и находится без должного регулирования. И в принципе с этим мнением согласились все лидеры, которые напрямую связаны с искусственным интеллектом. Однажды мы снимали видео про ИИ, в котором я рассказывал, что по прогнозам всего за 10 лет капитализация рынка ИИ поднимется выше 2 триллионов долларов. Это большие деньги для такого молодого направления. Поэтому, чтобы эта индустрия развивалась в правильном направлении, правительство США планирует заняться его регулированием. Марк Цукерберг и другие лидеры поддерживают эту идею, а Илон Маск заявил, что эта встреча войдет в историю, поскольку она очень важна для цивилизации. И, кстати, не стоит забывать про монеты на базе искусственного интеллекта, которые растут по мере роста рынка ИИ. А про самые перспективные такие монеты я как раз таки и рассказывал вот в этом видео, так что рекомендую вам его посмотреть. Раз уж мы уже вспомнили про Илона Маска, также хотел бы добавить интересную новость, которая с ним связана. На днях аналитик Bloomberg предоставил отчет, в котором сообщил, что процент энергии, используемой для добычи биткоина из возобновляемых источников, превысил 50%, поскольку майнеры бегут из Китая на фоне запретов. И казалось бы, ничем не примечательная новость. Но я вам напомню, что в 2021 году сам Илон Маск говорил, что компания Tesla возобновит оплату за электрокары в биткоине, как только майнеры будут использовать 50% экологически чистой энергии. Ну вот, 50% уже есть, а с развитием огромного количества солнечных станций по всему миру, этот процент может вырасти и до 60%. Но платить за Теслу можно только фиатом. И сейчас появился даже локальный мем, в котором все спрашивают Маска, когда Tesla будет принимать биткоин. Но, к сожалению, официального ответа от Илона пока нет. На самом деле, зная Илона Маска и как он любит удивлять публику, я более чем уверен, что он знает об этих всех новостях и, возможно, подготавливает для нас что-то интересное. Ведь чтобы такой известный человек, как Илон, просто сказал, мы начинаем принимать биткоин, это не для него. А учитывая его влияние, особенно на крипторынке, любые положительные заявления в сторону биткоина запампят его цену
цену вверх. Tesla позиционирует себя как экологически чистая компания, мол, электрокары, все дела, поэтому я думаю, что это будет отличной рекламой, что экологически чистая компания принимает оплату в экологически чистой криптовалюте, поэтому за твиттером Маска мы внимательно следим. Также пару слов хочу сказать про Binance, поскольку SEC продолжает давить на Binance USA и обвиняет биржу в том, что она отказалась сотрудничать с агентством. Претензии от SEC остаются прежними, мол, Binance USA не может подтвердить обеспечение активов клиентов и мешает все средства с основной биржей, хотя все мы знаем, что Binance и Binance USA это две разные биржи. А также распространяются слухи о том, что биржу покидают топ-менеджеры, но SEC чуть ли не каждую неделю делает какие-то негативные заявления в сторону Binance и крипты. Вон даже Генслер говорит, что криптовалюта вредит мировой экономике. Правда, учитывая капитализацию крипты и мировой экономики, это небо и земля. Поэтому SEC уже давно потеряла свой авторитет, который ранее мог легко обвалить крипту. Напоследок давайте разберем, как себя чувствует биткоин, который с начала этой недели вырос на 5, почти даже на 6% и пытается удерживаться выше 26 тысяч долларов. Когда дело касается биткоина, я остаюсь придерживаться прогноза, который я озвучивал вот в этом видео. Биткоину, несмотря ни на что, нужно удерживаться выше 26 тысяч. Ведь именно накопление ликвидности выше этого уровня может направить биткоин к самому главному уровню 28 200 долларов. А знаете почему именно к нему? Потому что здесь находится верхняя граница вот этого канала. И лучше всего этот уровень проявляется на широких временных интервалах. Особенно, как вы видите, на недельном таймфрейме. Поэтому если биткоин закроет эту неделю выше 26 тысяч и в начале следующей недели продолжит двигаться вверх, наверняка ближе к октябрю мы увидим биткоин по 28 тысяч. Но как и везде, есть вторая сторона медали. В случае с биткоином негативной стороной выступают линии экспоненциальных скользящих средних, которые что? Правильно направлены вниз. Все на том же недельном графике. А это говорит о давлении продавцов, которые продолжают оставаться на рынке, что может оставить биткоин на некоторое время ниже 25 тысяч. Поэтому отметьте у себя эти ключевые уровни EMI. Они сыграют важную роль в будущем. Конечно, следующая неделя должна быть более активной из-за ФРС, поэтому мы будем ждать заседания и внимательно анализировать речь Пауэлла. А главные тезисы его пресс-конференции, как всегда, будут в нашем телеграм-канале, так что обязательно подписывайся. А на сегодня это были все главные новости недели. Мы уже приступаем снимать для вас новое видео, которое выйдет очень скоро, поэтому жми колокольчик, чтобы его не пропустить. С вами я прощаюсь ненадолго, всем желаю удачи, до скорых встреч!